Испанцы произвели публичный расстрел, просто буквально уничтожение врага. Испанцы расстреляли и сожгли соломенного премьер-министра Израиля Нетаньяху. Ну, собственно говоря, очень многие площадки, русскоязычные, по крайней мере, уделяют этому внимание. Отношения между Израилем и Испанией обострились после того, как испанцы осудили обстрелы Цахала по Ливану. Тогда Нетаньяху выступил с заявлением, что у Испании могут начаться проблемы из-за критики их действий. До этого испанские чиновники несколько раз заявляли, что атаки Израиля и США на Иран незаконны, и отказывались их поддерживать. Ну, собственно говоря, здесь, наверное, да, опять же, очередная политическая риторика, как к этому относиться. Многие понимают, что, ну, если ты не конспиролог, один глаз закрыть и не видеть, что в Иране делали со своими мирными людьми, то есть это тоже как-то не хочется, да, как-то вот табуировать, скажем так, эту тему. Она важна для всего происходящего. Может кто-то воспользуется этой ситуацией. Ну, опять же, да, где тогда искать виновного, где курица, где яйцо, с чего началось и чем все это заканчивается. Другой разговор, здесь много, может быть, идеологических и даже религиозных вопросов, тоже очень крайне надо быть осторожным, это чувствительная тема. Но в любом случае разлетается определенное мнение, и то, что Израиль сделал, мне кажется, это прям вот, ну, наверное, с целью, чтобы вот что-то такое было. То есть, если ты объявляешь перемирие, ну, даже если у тебя там в Ливане какие-то вопросы остались, ну, может быть, есть смысл все-таки, ну, просто демонстративно это выглядело. Здесь договорились о перемирии, тут же наносится удар, но мы же не бьем по Ирану. Ну, это просто, еще раз, ну, вот вам не кажется, что это было сделано как целенаправленно, как провокация, чтобы, ну, чтобы, наверное, Нетаньяху расстреляли и сожгли. По крайней мере, вполне себе гуманно с точки зрения того, что это чучело все-таки. Вот, так что нет, глубже не хочу здесь даже погружаться, тут скорее как хронология происходящего, которая, конечно же, кормит преступные сообщества, ну, об этом я всегда говорю и напоминаю, да, любой вот акцент на такие вещи, которые будоражат людей, которые разжигают между людьми рознь и национальную, и вероисповеданническую. Все это не просто так случается, и не всегда это можно однозначно принять как ошибку. Израиль как бы подчеркнул, что туда он не стреляет, но да, все-таки тут как-то, мне кажется, такой акцент и как бы словно укусить именно по теме веры. А вера одна из самых триггерных тем, она идет, она конкурирует с политикой. Людям, сам проходил такие обучения, в сфере обслуживания запрещают несколько тем. Я вам перечислю две основные, за которые, если ты поднимешь с клиентом такой вопрос, ты улетишь сразу с работы. Это вера и политика. Потому что это повод, и ты не угадаешь. У людей у каждого свое мнение. А самое главное, что это многих задевает, потому что это вообще их жизнь их близких. Поэтому не надо на такие темы говорить. Да? И окно Вертона, по сути, об этом запрещает говорить на какие-то, например, радикальные, да, такие острые темы. О радикалах, о национальном вопросе. Политик должен говорить об экономическом, об успехе, о договоренности с другими государствами. Политик не должен говорить, у нас перемирие, бах, куда-то выстрелил, куда хочу, туда стреляю, а вы не имеете права меня критиковать. Это очень какой-то странный политик. Это политик, который нарушает все те нормы, которые были придуманы для того, чтобы люди не умирали, просто банально, в своих каких-то местных стычках даже. И вот у меня такое впечатление, что сейчас кто-то дал отмашку, а давайте поработаем там, где просто опасно, где люди будут бить друг другу по лицу из-за того, что их именно раздражает. Потом люди есть разные, есть очень терпимые, есть, да, такие очень легкие на подъем, что называется, эмоциональные. Мне такое впечатление, что сейчас идет ставка и давление на эмоциональных, что там подеритесь. Вот у меня выглядит так, не знаю, могу ошибаться, как раз мне не хочется заниматься тем же самым в ответ. Скорее хочется предостеречь, сказать, люди, нас кто-то просто пытается лбами столкнуть и отойти в сторонку. Это вы вот так чучело сжигаете. Не? У вас нет такого ощущения? Если нет, обязательно пишите, потому что спорьте. В споре рождается истина. Самое главное, берегите себя и увидимся. Не давайте собой манипулировать. Блин, надо придумать мне новый призыв, который я буду говорить регулярно.